Ripley, last survivor of the Nostromo. Всем привет, меня зовут Александр Красковский, и я наконец выпускаю первый ролик, ради чего вообще этот канал и создавался. Как видите, не прошло и года. Я вот даже хотел повязать красивый галстук, чтобы выглядеть красиво, но у меня ничего не вышло, и поэтому я буду некрасивый и без галстука. Да. Итак, наверняка у каждого из вас возникал такой вопрос, хотя бы раз в жизни. А как такое происходит, что одни фильмы мы готовы пересматривать раз за разом, а на другие фильмы мы даже не находим времени, чтобы их досмотреть? Одни фильмы становятся шедеврами, а другие забываются как самый страшный сон. Конечно, всему этому есть объяснение, и, как правило, кроется оно в том, с чего кино начинается. А оно, как известно, начинается со сценария. И я вам должен сказать, что иметь хороший сценарий абсолютно во все времена было самой настоящей роскошью. И дело даже не в том, что история должна быть интересной, а действия персонажей логичными, чему нас учат топовые блогеры с небес. Нет, дело в другом. Вопрос должен ставиться иначе. Как сделать так, чтобы история была интересной, а действия персонажей логичными? И вот сегодня на примере всем известного фильма «Чужой» Ридли Скотта я расскажу, как же это кино устроено изнутри. Как на самом деле работает сценарий, что такое структура сценария, для чего она нужна, как и за счет чего развивается персонаж, в данном случае это будет Эллен Рипли, что такое структура Кэмпбелла, для чего она нужна, чего я сегодня только не расскажу, но самое важное, знаете в чем? Что если вы не являетесь сценаристом, а вы, скорее всего, им не являетесь, то после просмотра этого ролика на многие фильмы, и в частности на фильм «Чужой», вы посмотрите совершенно новыми глазами. И поверьте, что эти глаза будут в несколько раз прекраснее. И перед тем, как мы отправимся в опасный, но увлекательный мир «Чужого», я должен сделать одну небольшую ремарку и немножко вас подгрузить, но без этого никак, уж извините. Первое, что вы должны знать, что абсолютно у любого сценария, будь то сериала или фильма, мультфильма, чего угодно, есть своя структура. У сериалов она, как правило, более сложная, у фильмов более простая. Что такое структура сценария? Если говорить очень простым языком, то это действия, происходящие строго в определенный момент фильма, что а. влияет на наш интерес к этому фильму, а б. и на наше восприятие. И причем восприятие это очень важно. Именно из-за него, именно из-за структуры сценария вы можете, скажем, в течение 8 часов просмотреть целый сезон сериала и при этом остаться очень довольным. Но если подобный трюк вы решите проделать с 8-часовым фильмом или с несколькими фильмами в течение 8 часов, то, скорее всего, вы просто устанете, утомитесь. Да и зачем вообще это делать? Структура сценария бывает абсолютно разная. У каждого фильма она может быть своя, у каждого режиссера может быть своя, у каждого сценариста может быть своя. Короче, их просто сотни видов. Но есть одна, по которой просто сняты все. Это просто такая мать драконов, можно сказать. И «Чужой» в данном случае не исключение. И называется эта структура трехактной. Как же она выглядит? На первый взгляд она может показаться сложной, но это не так. Как я и сказал, структура сценария отвечает за действия, происходящие строго в определенный момент фильма, тем самым толкая сюжет вперед. При правильном использовании структуры создается баланс повествования истории. События не форсируются, то есть не бегут вперед, но и при этом не являются затянутыми. Сейчас я довольно коротко расскажу, как она работает, а затем мы разберем каждый акт довольно подробно. Экспозиция – это всегда завязка истории. В «Чужом» это пробуждение всей команды от сигнала с другой планеты. Побуждающее происшествие – это осознание того, что они еще далеко от дома и вынуждены исследовать сигнал. Кульминацией первого акта является обнаружение инопланетного корабля. Первое препятствие – это лицехват, второе – эмбрион и смерть Кейна. Большой поворот – это появление самого Чужого и смерть Бретта. Еще одно препятствие – это смерть капитана Далласа. Катастрофой будет являться приказ 937, требующий изменить курс Нострома и доставить образцы Чужого на Землю, а выживание команды при этом не является приоритетной целью. Кризисом являются слова андроида Эша, который говорит о том, что им не выжить ни при каких условиях. Новая надежда – это решение улететь на спасательной капсуле. Кульминацией третьего акта будет, когда мы узнаем, что делает Чужой с людьми, и попытка Рипли попасть на челнок. Развязка – это последнее сражение с Чужим на челноке. А конец – это итог фильма. Рипли ложится в криокапсулу, а перед этим посылает сообщение. Как видите, каждое действие персонажа четко спланировано в сценарии, оно идет одно за другим, нагнетая ситуацию. И не зря перед новой надеждой находится кризис. Это эпогей всей истории, когда и персонажи, и зрители должны потерять всякую надежду на спасение героев. И этот метод работает абсолютно безотказно в любом фильме. Зная, как работает структура сценария, будете практически безошибочно определять, когда произойдет то или иное событие. И здесь есть очень интересный момент. Есть мнение, надо сказать, что очень небезосновательное, что у «Чужого» не 3 акта, а 4.
И четвертый акт выпадает на самую концовку, то есть все, что происходит на спасательной капсуле, это и есть четвертый акт. Так почему же я рассказываю и разбираю этот фильм на 3 актах, а не на 4, и тем самым вроде как ввожу вас в заблуждение? Ну, во-первых, потому что 4 акта — это лишь мнение, которое не является единственно правильным, точно так же, как и мое. Во-вторых, потому что все ключевые события, которые толкают сюжет вперед, они очень четко ложатся на 3-актную структуру, и для меня это было, ключевым решением. И, наконец, в-третьих, 4-й акт, на мой взгляд, носит скорее декоративный характер, чем смысловой, то есть это не фильм «Крестный отец» или, скажем, «Апокалипсис сегодня», а если это так, то я решил и не усложнять. Надеюсь, я четко объясню, почему разбираю на 3-актной структуре. А теперь давайте перейдем к особенностям первого акта. В экспозиции зритель должен узнать, кто есть кто, как герои относятся друг к другу, обстановку и ситуацию, которая может привести к конфликту. И в фильме «Чужой», по моему мнению, экспозиция является образцово-показательной, потому как развивается она здесь очень гармонично. В самом начале нас сразу знакомят с командой, сколько их, кто они и куда направляются. Помимо наших основных героев в фильме присутствует еще один, с которого все и начинается. Это сам корабль Нострома или Мама. Обратите внимание, как нас знакомят с ним. От общего плана до внутреннего. От неприятных холодных коридоров до светлых помещений. Все на контрасте. И поскольку игры контраста в «Чужом» достаточно, будет не лишним об этом рассказать. Контраст — это беспроигрышный вариант в кино. Именно из-за него мы на подсознательном уровне начинаем чувствовать опасность или наоборот успокоение. Вообще нет ничего лучше для восприятия зрителя, чем контраст, когда после светлой или теплой сцены бросить героев и зрителей в холодные мрачные тона. Зритель может и не воспринимать, что сейчас что-то произойдет, но за счет этого перехода, этой смены, он на подсознательном уровне будет ощущать некую неприязнь, чувство страха или опасности. Это работает безотказно. В «Чужом» ярко выделен черно-белый контраст. Белое и черное во всех отношениях противоположно, и для художника белый и черный цвет являются наиболее выразительным средством для обозначения света и тени, дня и ночи, и, наконец, добра и зла. Подобный прием использовали многие известные художники – Пабло Пикассо, Рембрандт, Франсиско Сурбарано. Особенно показательно это использовал Карл Блох. Как яркий пример использования подобного приема в «Чужом» можно выделить концовку, когда Рипли находится в мрачном коридоре в надежде попасть на спасательный челнок. И в данном случае спасательный челнок является как маяк в бушующем море, который несет в себе свет и надежду на спасение. А есть, например, обратная сторона такого контраста, а именно активация самого Нострома. На смену темным и мрачным помещениям приходит светлое, а кульминацией всего этого становится вся команда Нострома. За счет этого сцена несет успокоение, а усиливает это ощущение еще и плавные переходы от одного кадра к другому. Выполнены они через наложение друг на друга, что создает дополнительный эффект уюта и спокойствия. Заключительная сцена экспозиции знакомит нас со всеми героями, их отношения друг с другом и, что более важно, с их мотивацией. А это, как известно, разговор о премии. Он здесь не случайно, так как это ключевой момент, чтобы высадиться на чужую планету. После этого фильм переходит в стадию побуждающее происшествие, и поскольку любое побуждающее происшествие должно выводить главного героя из зоны комфорта, то же самое происходит и здесь. Капитан Даллас вынужден покинуть уютный и светлый зал, чтобы узнать их местоположение. Фильм начинает утопать в темных тонах. Как я и говорю, это беспроигрышно. В особенности это хорошо показано в кадре, где Рипли пытается с кем-нибудь связаться, но ее голос утопает в мраке космоса. Это все несет в себе скрытую угрозу, и связано это, конечно, с лозунгом к фильму «В космосе никто не услышит твой крик». Следующая сцена – это кульминация побуждающего происшествия. Во-первых, зритель узнает, что случилось, а во-вторых, в ней же открывается мотивация героев лететь на эту планету. Как я уже и сказал, это премия, которой они лишатся, если откажутся. И что очень важно, про премию им говорит андроид Эш, который является, как вы все помните, предателем. И этот момент можно считать первой прямой отсылкой к злодею. В начале ролика я сказал, что «Чужой» является образцово-показательным фильмом. Почему? Вот подумайте сами. Мы уже с вами знаем завязку этого фильма. Нас познакомили со всеми героями. Да, их не раскрыли, но их в принципе в этом фильме не раскроют. И мы знаем их мотивацию. А это всего лишь 13-я минута фильма. И подано это просто шикарно. События не форсировались, то есть они не бежали вперед и при этом не были затянуты. Ну просто здорово. Добавьте плюс к этому еще полное непонимание, что в принципе происходит. То есть любопытство. Это очень важный момент в фильме «Чужой», об этом я очень много расскажу чуть позже. Любопытство.
куда они летят, что на этой планете, что это за сигнал и так далее. Короче, 13-я минута, а фильм уже держит в напряжении. Во второй части «Чужие» это уже так не работает. Мы уже знаем, чего ждать, а потому там другие законы кино. И если здесь это любопытство и неведение, то во второй части все начало это один большой саспенс. Потому как мы прекрасно все с вами понимаем, что на ту планету, куда летят герои, будут находиться чужие. И вот это знание и приковывает к экрану. И потому, являясь гением, Кэмерон был обязан вводить туда что-то новое. Отсюда и название «Чужие», отсюда же и раскрытие «Кто несет яйца». Хочу обратить ваше внимание, как в «Чужом» показана высадка экипажа на другую планету. Нам показана каждая деталь, каждый момент, который происходит, каждая мелочь. Как сейчас высаживаются в фильмах космические корабли. Ну, они за минуту высаживаются и все. Во второй части тоже все произошло быстро. А для 1979 года это большая новизна. И Ридли Скотт хотел показать эту высадку во всех деталях. И фильм от этого только приобрел. Он понимал, что момент будет слегка затянут, а потому его надо разбавить постоянной тряской экипажа, нагнетающей музыкой и постоянным ощущением того, что сейчас что-то произойдет. Другими словами, Ридли Скотт из довольно затянутого, даже скучного момента сделал его очень напряженным. И согласитесь, что это отличный ход. И вот таким образом фильм подходит к кульминации первого акта. Это обнаружение космического корабля. Стоит ли в очередной раз поднимать вопрос о мрачных тонах? Думаю, что нет. Сама сцена имеет большой вес за счет напряженности, а впоследствии и саспенса. Напряженность нарастает от самой находки и документальной съемки. Добавьте сюда постоянные звуки дыхания в скафандре и музыку. И в конечном итоге вы получите великолепную атмосферу ужаса. Саспенс же этой сцены заключается в том, что Рипли узнает, что сигнал является не бедствием, а предупреждением. А происходит это все ровно после того, как они обнаруживают мертвого инженера и проход в полу корабля. За счет всех этих вещей зрителю не оторваться от экрана. И даже сейчас, спустя почти 40 лет, эта сцена смотрится так, как будто ее сняли вчера. А кадр, который показывает масштаб этой комнаты, не что иное, как аллегория на то, насколько маленький человек по сравнению с той опасностью, что здесь таится. А все, что происходит дальше в этой сцене, будет работать в кино абсолютно всегда, потому как здесь включается банальное человеческое любопытство. И герой Кейна в данном случае – это мы с вами. Ему любопытно, но и нам любопытно, что это такое. И не зря съемка этого момента происходит от первого лица, как будто сам зритель заглядывает внутрь неизведанного. И вот таким образом мы и подходим к первому препятствию. Но прежде чем продолжить, я хотел бы немножечко остановиться на предыдущем моменте, потому что он является очень важным. Любопытство – это вообще главный прием, за счет чего работает первая часть «Чужого». Подумайте сами. Неизвестный сигнал, неизвестная планета, неизвестный корабль, какие-то яйца, лицехваты, грудолом, чужой в конце концов. Это все вызывает огромный интерес и любопытство. Почему? Потому что мы каждый раз не знаем, чего ждать. И каждый раз нам интересно, что будет дальше. Потому что эти события связаны просто одним целым. И по сути 50% успеха «Чужого», я, конечно, утрирую очень сильно, но это именно связано с этим любопытством. Потому что когда фильм нас уже перестанет удивлять, это будет экватор, то есть половина фильма. И дальше нам остается только его досмотреть, что мы с удовольствием и сделаем, потому что нам очень интересно увидеть, как же наши герои смогут победить идеальный организм. Вот в этом как бы большая суть этого фильма. Потому что 50% это любопытство, а остальные 50%, ну по сути мы просто его досматриваем. Второй акт. Он является борьбой, а активность событий фильма только повышается. Думаю, что каждый, кто смотрел фильм, понимает, за счет чего это происходит. Второй акт начинается сразу с двух препятствий. Первое – это исследование лицехвата, второе – грудолом. В одном случае работает все тот же эффект любопытства, а в другом – эффект неожиданности. Любопытство связано с исследованием лицехвата. Сцена довольно долгая, но за счет подачи все время новой информации она смотрится с большим интересом. Нам вместе с героями интересно узнать, что это. То есть, как видите, работают одни и те же приемы. Но когда лицехват отпадает и просыпается Кейн, мы подходим ко второму препятствию. И здесь я не могу снова не обратить ваше внимание на работу контраста между светом и действием. Потому как эта сцена не несет в себе никакой угрозы. Наоборот, она светлая, все смеются. Кажется, что все хорошо. И зритель потенциально успокаивается вместе с героями. Но каково наше удивление, когда мы видим появление грудолома? Мы испытываем шок, как и персонажи. И не зря никто из актеров, за исключением Джона Хёрта, не знал, что случится при рождении Чужого.
Актерам лишь в общих чертах рассказали, что будет происходить в данной сцене, и их первая реакция и вошла в окончательный вариант. Далее следует большой поворот, и это, конечно, появление Чужого. И для зрителей это настоящий шок. И не потому, что сам Чужой страшный, неприятный или отвратительный. Нет. А именно потому, что это неожиданность для всего фильма, подкрепленная еще и словами экипажа. Нам всеми силами показывают, что они идут ловить эмбриона. Другими словами, что это не должно вызвать каких-либо проблем. Мы снова подсознательно себя настраиваем на это, что сейчас они идут ловить маленькое существо, и зритель никак не может предположить, с кем он встретится на самом деле. Поэтому для него это шок и новый интерес к фильму. А фильм, как я и сказал, к тому времени уже давно перевалит за экватор. И получается, что по сути самое интересное еще только впереди. Это косвенно и подтверждает мои слова, что успех Чужого на 50% зависит от любопытства зрителя. Середина фильма, все карты раскрыты, но нам уже не оторваться от экрана. Мы хотим знать, что же случится с нашими героями, что это за чудовище и так далее. И это огромный успех фильма. Именно поэтому его так и любят зрители по всему миру. Это то, как грамотно устроена вся история за счет структуры. Добавьте туда режиссуру, постановку, актеров, музыку, и вы получите качественный продукт. Вторая часть, например, берет ожиданием появления хотя бы одного Чужого. А как итог, Кэмерон дарит их нам десятками. За счет этой детали фильм смотрится иначе. Третья часть, наоборот, очень похожа на первую. Но поскольку она уже ничем не удивляет, поэтому и меньше всех нравится большинству. Но у третьей части есть один большой козырь. Вот эта сцена. Которая также стала культовой. Чужой не убивает Рипли. Почему? И вот этот сценарный крючок заставляет зрителя смотреть фильм до конца. Добавьте туда прекрасную постановку «Охота за чужим» и неожиданный поворот сюжета с заражением Рипли. И, конечно, концовку самопожертвованием себя. И третья часть начинает играть новыми красками. Но вот начало выдержать тяжело. Четвертая не в счет, поскольку это стопроцентный коммерческий проект. Итак, после большого поворота произойдут три важных события. Препятствие, катастрофа и кризис. Препятствие вообще в этот момент мог быть вполне и катастрофой для героев. Почему? Он связан с становлением Рипли как главного персонажа. А до этого, если вы заметили, всем руководит Даллас. Он их капитан, на которого они надеются и верят. Поэтому, когда происходит его смерть, для героев это настоящая катастрофа. Для лучшего восприятия подобный момент есть в фильме «Властелин колец», и это, конечно, смерть Гэндальфа. Но здесь это является препятствием, потому как сама катастрофа – это приказ 937. Потому что даже после смерти Далласа у героев еще остается надежда на спасение. Они верят даже в саму компанию Вэлланд Ютани, что она сможет им помочь. Но после того, как они узнают, что и для самой компании они не имеют никакой ценности, всех их надежды рушатся. Это настоящая катастрофа для персонажей. А для придания этому моменту еще большего накала, после катастрофы сразу наступает кризис. И, как я и сказал, это связано с андроидом Эшем. И в данном случае катастрофа и кризис – это одно целое, что работает внутри одной сцены. После новой надежды произойдет ровно одно событие, которое заслуживает нашего внимания. Это кульминация, в которой мы узнаем, что Чужой делает с людьми. Это важный момент, который станет чуть ли не ключевым для второй части. Здесь я должен сделать остановку и сказать, что разбирать дальше структуру сценария Чужого не имеет никакого смысла. Почему? К какому жанру относится Чужой? Это фантастика, триллер, это ужасы. Но на самом деле это хоррор, в первую очередь это хоррор. И у всех хорроров, что тогда, что сейчас, у них существует одна большая проблема. У них очень сильно провисает третий акт. Просто провисает. Не то, что он неинтересный, а просто событий становится очень мало, и по сути там уже ничего не происходит. То есть если первые два акта работает система, что нас знакомит с персонажами, с маньяком, он их там всех убивает, и как-то с каждой убитой жертвой все ближе и ближе к главному персонажу приходит, то в третьем акте происходит просто, по сути, их очная встреча. Он добивает всех оставшихся выживших, и все, они встречаются один на один. Ну и, как правило, главный герой выходит победителем. Ну, по-моему, таких фильмов было просто 1001. Так вот, «Чужой» — это не исключение, абсолютно все то же самое происходит, и ничего интересного нету. Ну, вот кроме кульминации, где мы узнаем, что он делает. А, например, у меня будет подобный ролик «Властелину колец», посвящен первой части. Так вот, там структура сценария работает абсолютно от начала до конца, то есть там такого провисания нету. Ну а здесь за счет особенностей жанра разбирать дальше не имеет смысла. И вот на этом моменте я предлагаю перейти к разбору персонажа, потому что это намного даже, возможно, для кого-то будет интересней. У «Чужого» есть очень интересная особенность. Если не знать, кто главный герой фильма, то абсолютно все будет указывать на капитана Далласа.
Он будет участвовать абсолютно во всех основных событиях, что происходит по структуре сценария. Он будет принимать очень важные решения, влияющие на последующие события, и продолжаться это будет вплоть до его смерти. То есть это больше, чем половина фильма. А Рипли при этом будет находиться иногда даже не на вторых ролях, и только после его смерти она станет главным героем. Но этот момент очень обманчив. В любом фильме главный герой должен развиваться, и делать он должен это на фоне событий, происходящих в кино. Это так называемый путь героя, и, возможно, вы удивитесь, но у него тоже есть своя структура, и в данном случае работает структура Джозефа Кэмпбелла. И пусть вас не пугает название. Дело в том, что построена данная структура на древнегреческих мифах. Герои не обязательно должны следовать всем этапам или идти строго по курсу, путь может быть разный, но в целом он всегда будет соблюдаться. Она работает по такому же принципу, как и трехактная структура сценария, с той лишь разницей, что эти события происходят именно с героями. Делится она на 3 этапа. Сепарация. Герой живет в обычном мире, принимает зов к приключениям и пересекает порог между обычным миром и другим миром. Инициация. Герой проходит сквозь испытания, встречается со смертью лицом к лицу, получает сокровище. Возвращение. Герой возвращается в обычный мир, где делится полученным сокровищем с другими. Итак, давайте начнем. Зов приключений – это начало-завязка для любого персонажа. Изначально он находится в привычном ему мире. Для экипажа Нострома это сам корабль Нострома. Но затем происходит что-то неожиданное, или герой получает какую-то информацию, а может вещь, как в «Властелине колец», например, кольцо, и герой вынужден отправиться в путь. В «Чужом» это, конечно, сигнал, из-за которого они и вынуждены лететь на другую планету. Отказ от зова. Зачастую в кино бывает, что когда персонаж получает зов приключений, он отказывается действовать. Герой может отказаться следовать по этому пути, но после этого обычно следуют события, которые заставляют его действовать. В «Чужом» это собрание экипажа, где многие голосуют против того, чтобы лететь, но, как выясняется, тогда они не получат премию, а для них это большая мотивация. Волшебная помощь – это момент, когда герою кто-то или что-то оказывает свою помощь. И вот здесь как раз тот момент, за счет чего зрителю и не выявить главного героя в «Чужом». И волшебная помощь в данном случае для нашего главного героя, то есть для Рипли, выглядит в лице капитана Далласа, который по сути выполняет работу за главного героя, спускаясь на другую планету. Переход в другой мир – это и есть сама планета. А чрево Китая – это, конечно, корабль. И чтобы было лучше понять, например, в фильме «Хоббит» это будут мглистые горы, а в «Властелине колец» это море. Дорога испытаний – это серия событий, за счет чего должен вырабатываться характер нашего героя. Сюда, конечно, входит ситуация с лицехватом, грудоломом, разговор с Сэшем и Далласом, а также смерть Далласа, Кейна и Бретта. Все это влияет на нашего героя, делая его только сильнее. Встреча с богиней. Этот этап обозначает, что наш герой испытывает любовь к чему-либо, и в данном случае это любовь к жизни. После смерти Далласа Рипли принимает решение убить тварь любой ценой. Женщина как искушение. Это не обязательно женщина, это может быть что угодно. Главное, чтобы у героя было искушение все бросить. Например, в «Звездных войнах» Хан Соло предлагает Люку не атаковать Звезду Смерти, а уйти с ним. В данном случае это будет отчаяние от приказа 937. Но за счет того, что катастрофа и кризис в данном случае это одно целое, у героя просто нет времени на раздумья, потому как сразу наступает примирение с отцом. Это когда герой встречает некую сущность, которая имеет власть в его жизни. С одной стороны, это, конечно, чужой, но с другой, примирение с отцом – это встреча с андроидом, которому как раз все равно на жизнь героев, его интересует только идеальный организм. После чего наступает апофеоз – это перерождение нашего героя. И не случайно, что это выпадает на кризис по структуре сценария. Как я уже и сказал, кризис – этот момент, когда у героя должны опуститься руки, и фраза «что вам не выжить» только добавляет этому огня. Но что происходит дальше? Осознав, что на них всем плевать и что они теперь один на один с чудовищем, они не опускают руки, а наоборот создают план действия по спасению. Их это не только не сломало, а наоборот дало больше сил. Сокровище – это, конечно, спасательная капсула. А этап отказа от возвращения, на мой взгляд, в «Чужом» пропущен, так как он подразумевает отказаться от чего-либо. Но вот с другой стороны, отказ от возвращения может быть решением не взрывать корабль. Волшебный полет – это, конечно, спасение на капсуле, а спасение из ниоткуда – это последняя битва с чужим. Почему? Потому что сам этап собой представляет, когда герою необходимо что-то, что вернет его к повседневной жизни. И повседневная жизнь – это, конечно, те события, которые происходили весь фильм в новом для героя мире. И в данном случае это чужой, который снова возвращает Рипли в тот мир, из которого она только что как будто выбралась. Возвращение, и вот это как раз возврат к тому, с чего и начал наш путь герой. Рипли летит домой, как это и было в начале фильма. И, по крайней мере, она на это надеется.
повелители двух миров. А вот этот этап работает уже во второй части «Чужие», где Рипли как бы становится повелителем двух миров. Она все знает и об обычной жизни, и о той, где водятся чужие. То есть кто они и что из себя представляют. А свобода выбора этот момент отсутствует в «Чужом», но зато есть в третьей части, когда Рипли и принимает решение покончить с собой. Но это не все. Здесь я хочу коротко прояснить, за счет еще каких моментов происходит становление Рипли. Что должно происходить с героем, чтобы он рос как персонаж? Он должен сталкиваться с препятствиями. И препятствия эти должны быть личными, а не группой человек. Например, обнаружен сигнал с другой планеты, и экипаж должен его проверить. Это препятствие для всей команды. Но поскольку везде находится Даллас, нам и подсознательно кажется, что именно он и является главным персонажем. Но на деле это не так. Именно Рипли обнаруживает, что сигнал является не бедствием, а предупреждением. Именно она принимает очень жесткое, но правильное решение не пускать зараженного на борт. Она же ведет разговор с Эшем о том, почему он ослушался ее приказа. И этот момент является ключевым в фильме. А позже спорит с Далласом над решением оставить лицехвата на корабле для исследования на Земле. И как видите, все ключевые события первой половины фильма, в которой, как может показаться, главным персонажем является Даллас, выпадают на Рипли. А отдавать подобные ключевые события герою второго плана – это просто небывалая роскошь. Но обратите внимание, насколько это незаметно делается. И вот таким, как кажется, простым образом в кино и формируется характер. И как видите, эта структура работает практически безошибочно. Попробуйте сами разобрать своего любимого героя. Уверен, что вам очень сильно понравится. И, конечно, кино, и в частности сценарий, не работает только за счет этих двух структур. Должно быть что-то еще, что будет объединять их в одно целое. И это, конечно, событие, которое происходит в фильме. И, каюсь, не подготовился, по-моему, Роберт Маки сказал, что кино должно походить на американские горки. То есть вот так вот оно должно идти. И вот как раз-таки события так и работают. От хорошего к плохому, от хорошего к плохому и так далее. Как это работает в «Чужом»? Здесь я должен сказать, что будет большая просто тавтология, но иначе это не объяснить. Экипаж просыпается, и им кажется, что они уже скоро будут дома. Это хорошее. Но оказывается, что проснулись они от пойманного сигнала, и от дома они еще очень далеко. Это плохое. Они решают, что можно на нее не лететь и поскорее добраться до дома. Это хорошее. Но тогда они решатся премии, и это плохое. В тяжелом полете на планету они наконец приземляются, и это хорошее. Но корабль ломается. Это плохое. Они находят корабль, источник сигнала. Это хорошее. Но Кейн получает лицехвата. Это плохое. Кейн жив, и его приносят на корабль, это хорошее. Но лицехвата не снять, это плохое. Кейн просыпается, и это хорошее. Кейн умирает, и это плохое. И так далее. То есть зритель должен постоянно испытывать стресс. Вот таким образом и работает сценарий в кино. И как видите, это не просто набор действий и диалогов, все намного сложнее. И моей задачей стояло вот это вот намного сложнее объяснить простым и доступным языком. И я очень надеюсь, что у меня это получилось. Если вам понравился этот ролик и вы сочли его полезным, подписывайтесь на канал, потому что делать подобные вещи в пустоту очень бы не хотелось. Ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Всем пока и до новой встречи.